Это называется Deniz Börülce по-турецки, по-русски солерос. Еще вообще у него, в принципе, очень много названий. Но еще его называют морская спаржа, потому что он по вкусу и по консистенции немножко похож на шпинат и на спаржу. Растет он на морских побережьях, я их называю болотом. Как их собирают в Турции, где они растут, смотрите у меня в описании под видео. Я оставлю вам ссылочку, очень интересно. Пока я вам буду чистить ее, я вам расскажу, какая от него польза. И нам нужно отрезать вот эти корешки. Вы здесь увидите, корешок сам сухой, а начинается вот здесь толстенький такой стебелечек. Вот до него прям корешочек мы этот и отрезаем. Это растение очень полезно, оно слабительное, мочегонное, противовоспалительное. Употребляется оно при нефрите, цистите. Он способствует замедлению раковой опухоли. И он очень хорошо помогает при болях в суставах. Я вам сделаю настоечку, смотрите видео до конца. В конце видео я вам расскажу о этой настоечке и как ее делать. Моя свекровь и вообще в Турции женщины мучаются болями в суставах, в основном в коленках. У меня свекровь этой настоечкой и плюс еще набирает глину там, где собирают вот этот солероз, сушит ее, потом намачивает, кашицу делает и прикладывает к своим коленкам. Вы знаете, очень помогает. Злоупотреблять, конечно, нельзя, есть к нему противопоказания. Прежде чем заниматься самолечением, вы должны обязательно проконсультироваться с врачом. Сейчас нам нужно его хорошенечко промыть под водой, потому что он в глине, чтобы потом не жевать песок. Заливаем ее водой, не сильно, просто чтобы покрылся наш солероз. И ставим его на газ. После закипания минут 10 варим. Наша Deniz Börülce готова. Сейчас я вам покажу, как ее чистить. А чистить ее очень просто. Держим и вытаскиваем вот этот стержень. Держим и вытаскиваем стержень. И вот так вот немножечко надо поработать. Я про нее читала несколько статей в интернете, и там было написано, что на основе этого растения хотят сделать лекарство от рака, потому что это растение способствует раковым опухолям не развиваться и не расти. Пишите мне в комментариях, ели ли вы раньше это растение и растет ли оно в вашем регионе. Те, кто живет в Турции, вы, наверное, видели на базаре, они, если обратите внимание, эти Deniz Börülce продают два вида. Один индели называется, то бишь считается настоящим, а тот вид считается подделочным. Ну, это подделочное утрирую, это я сама. Там, где я собираю это Deniz Börülce, в описании под видео, я повторюсь, оставлю вам ссылку. Там я все подробно объясняю и рассказываю, какие считаются настоящими, а какие считаются подделочными. Так что имейте в виду, скорее всего, вы этого не знали. Я этого тоже не знала, пока я сама не стала собирать и не стала в этом разбираться. Потом мы ножичком вот так вот его подрежем. Этот салат я люблю с лимоном. Сегодня я покажу вам его, как делать с лимоном. А вообще в Турции это очень распространено с йогуртом, с кефиром. Сделать с йогуртом и с чесноком. На эту порцию я себе делаю половину лимона. Нам нужно его выжать хорошо. В Турции у нас продаются эти Deniz Börülce на базаре. Примерно вот такой пучок. 10 лиры. Заливаем его лимончиком. Лимон и чеснок на любителя. Делайте свои пропорции. Чесночок туда же режем или выжимаем, как вам удобно. Мне на эту порцию хватает 2 чеснока. Солить мы это блюдо абсолютно не будем, потому что этот солерос у нас уже соленый сам по себе. Даже некоторые в Турции его несколько раз промывают. Но я люблю, чтобы он был солененький.
Его оливковым маслом. Масло можете не жалеть. Хорошенечко это все перемешиваем. Приятного аппетита! Можете кушать. Наш салат готов. Настоечку я готовить сейчас не буду, но я вам дам описание, дам вам точные пропорции. Если вы захотите, сделайте. Вот такая настоечка получается у нас. Нам для этого понадобится и сам солярос. Солярос вам нужно почистить, промыть. Потом нужно будет перекрутить в мясорубке его. Пропорции у нас будут 1 к 1. Перекрутите, жмых убрать, то, что сок остался, смешать его с водкой. Убрать на неделю в темное место и каждый день потом по 5 капель в день употреблять вовнутрь и мазать на свои больные суставы, либо втирая, либо еще лучше каким-нибудь компрессом. Смачивать и прикладывать. Вам было полезно мое видео, поставьте пальчик вверх и подпишитесь.